Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб. И вот наша история на сегодня. Диана проснулась с каким-то непонятным чувством тревоги и тут же побежала в комнату к Тихону. Он уже не спал и посмотрел на встревоженную маму. Она подошла поближе, посмотрела на сынишку, потрогала лоб. Все было в порядке. «Пойдем завтракать и в садик». «Мам, а когда папа приедет?» «Через несколько дней. Я тоже соскучилась по нему. Но ты же знаешь, что он работает. Сегодня из садика заберу тебя я, а завтра у меня выходной». Они позавтракали и пошли в садик. Была прекрасная погода. Они приходили в садик одними из первых, так как Диане надо было спешить на работу. Но Тихон был этому даже рад. Он успевал погулять во дворе садика, когда была хорошая погода, как сегодня. Диана поцеловала в щечку сына и побежала на работу. Работала она в небольшом продуктовом магазине, которых осталось не так много. Но он находился внутри небольшого района, и люди шли туда. В этот магазин за молоком бегала еще сама Диана, когда была маленькой. Она открыла магазин и позвонила мужу. Узнав, что у него все в порядке и приедет вовремя, немного успокоилась. Но все равно все валилось из рук на протяжении половины смены. Когда она увидела, что звонит воспитатель, то поняла все еще до того, как взять трубку. «Диана Васильевна, Тихон после обеденного сна стал совсем вялый. Мы померили температуру, и она 38,5. Приходите быстрее». Диана позвонила сменщице и попросила ту прийти пораньше. Катя через 20 минут уже была в магазине и отпустила Диану. Когда Диана пришла в садик, температура у Тихона уже немного спала. С ее разрешения ему дали жаропонижающее. Но появился кашель, и теперь она уже видела, что больничного не миновать. Сразу из садика они пошли в поликлинику. Накупив лекарств и придя домой, она позвонила на работу и предупредила, что уходит на больничный. Она редко уходила на больничный, и поэтому на работе не возникло проблем. Тихон болел нечасто, и когда это случалось с ним, оставалась в основном бабушка. Но сейчас она тоже приболела. У Дианы разрывалось сердце, глядя на своего мальчика. Обычно болтающий без умолку, он сейчас лежал и тихо смотрел мультики. Даже не задавал сопутствующих вопросов. Ночью температура поднялась еще выше, и Диана, не раздумывая, вызвала скорую помощь. Фельдшер рекомендовал госпитализацию, и, конечно, они поехали в больницу. В больнице Диане было спокойней. Тут рядом находились врачи, хоть общая обстановка и была унылой. Но она успела кинуть в сумку немного книг и раскраску с карандашами. На следующий день они сдавали много анализов, был обход, и только к вечеру все успокоилось. В палате с ними лежала еще мамочка с сынишкой. Но этот мальчик был совсем маленький, и Тихону было скучновато. Они пошли прогуляться по коридору. Там Тихон познакомился с девочкой. Она была всего на 2 года старше его. «Мама, а можно Вита пойдет к нам в палату и вместе с ней раскрасим ту большую картинку?» «Конечно, можно, но надо предупредить маму Виты. Я тут одна лежу, я уже большая». Теперь Диана поняла, почему девочка была такая растрепанная. «Ну, пойдем, а заодно я причешу тебя». Диана мечтала, что у Тихона будет сестричка, но жизнь распорядилась по-другому. Вторая беременность замерла на ранних сроках. И вот, когда в 3-й раз прошел кризисный срок, она вздохнула. Но оказалось рано. Потом была больница, ребенок не выжил. Срок беременности был еще слишком маленький, а она теперь больше не может забеременеть. Но Тихон не давал маме погружаться в грустные мысли. Он рос любознательным и очень хорошим мальчиком, и Диана с Аркадием радовались, глядя на него. Вита стояла у зеркала и любовалась собой. 2 красивые косички с какими-то узорами красовались у нее на голове.
Как они называются? Дракончик. Есть много видов косичек. Завтра заплету тебе другие. На утро Вита была уже у них в палате, с расческой в руках. Диана радовалась, что Тихон нашел себе подругу и не грустит. Уже приехал домой Аркадий. Он приезжал и привозил им всякие вкусняшки, и они устраивали пир на троих. «Вита, у тебя мама много работает и поэтому так редко приезжает. Ты уже 4-й день в одних и тех же колготках и платьице». Вита опустила глаза. И тут Диана поняла, что болтнула лишнего, и тут же перевела разговор на другую тему. Через неделю их выписали. Виту выписали за пару дней до Тихона с Дианой. И эти 2 дня мальчик был очень грустный. Грусть прошла только когда он сел в машину к папе, а тот вручил ему новую машину на пульте управления. Все возвращалось на свои места. Аркадий сказал, что в командировке до конца года не поедет больше, и все были очень этому рады. Диана сегодня украшала магазин. Через 2 месяца Новый год, а новогоднее настроение появляется вместе с гирляндами, и магазины всегда украшали намного раньше, чем дома. Сегодня она работала до закрытия. Оставалось еще полчаса, когда она услышала колокольчик на двери. В магазин зашел ребенок. Девочка подошла к прилавку и тихо спросила: «Тетя, можно я у вас тут немного побуду?» Диана смотрелась в лицо девочки. «Вита, это ты?» «Тетя Диана?» «Да». «Вита, что ты тут делаешь?» Она молчала и смотрела на печенье в витрине. «Ты голодная? А ну, проходи сюда ко мне». Диана налила чай и открыла упаковку печенек. Вита ела с большим аппетитом, а от чая отогрелась. «А теперь рассказывай, моя хорошая». «Понимаете, сейчас, когда нечем заняться в огороде и все дома, я стараюсь долго гулять. Тетя Оля возвращается поздно, и братья меня не любят». «Стоп, давай по порядку. Тетя Оля — это твоя мама?» «Нет. Мои родители давно умерли, и я жила в детском доме. Тетя Оля меня забрала к себе. У нее еще 3 мальчиков из детского дома и родной сын. Мальчики все лето трудятся на огороде, а от меня там толку мало. Ну, они так говорят, что не понимают, зачем взяли меня, если я бестолковая». «Тебя бьют?» «Нет, меня не бьют, но и не любят. Мальчикам за труд покупают новую одежду, а мне тетя Оля приносит старое все. Я слышала, как она говорила с дядей Колей, что жалеет о том, что меня взяли. Она хотела вернуть, но он ей сказал про какую-то проверку. Я не поняла, о чем они. Но они решили меня оставить. А лучше бы вернули назад. Там хотя бы я была как все. А тут...» Диана еле скрывала слезы. Она не понимала, как так можно. Она сама задумывалась о том, чтобы усыновить ребенка из детского дома, но знала, что это большая ответственность. И поэтому пока даже не начинала говорить с Аркадием на эту тему. Тем более ее подруга из опеки рассказывала разные случаи. Нет, она не запугивала, но подготавливала к тому, что может быть. Сейчас именно про эту подругу она и вспомнила. Взглянув на часы, Диана поняла, что рабочий день закончился, закрыла магазин изнутри и набрала Оксане, рассказав все как есть. Оксана сказала, что приедет завтра утром, а сейчас пусть Диана проводит Виту домой. «Вита, только ничего не рассказывай, никому, хорошо? А завтра вечером я буду ждать тебя в магазине». Дома, после того, как уложили спать Тихона, она села рядом с мужем и все рассказала. «Дорогой, она такая хорошая девочка». «Так, Диана, мы сделаем все, чтобы ей помочь, но давай дождемся завтра Оксану и узнаем, как нам действовать». Оксана, как и обещала, приехала на следующий день. «Диана, понимаешь,
Просто так мы не можем забрать ребенка из семьи. Жалоб на них не поступало. А если проверить семью? Плановая проверка будет только через 2 месяца. Внепланово только по заявлению. Диана и Аркадий переглянулись. А если я напишу заявление? Я лежала в больнице и видела, что к девочке не приходили. Даже лекарства покупал Аркадий. И она смущенно посмотрела на мужа. Да, она не говорила ему, что лекарства не все для Тихона, хоть и понимала, что он не откажет. И девочка одна гуляет до темна, а она еще даже не школьница. А дальше закрутилась бюрократическая машина. Вита рассказала все Оксане, просилась обратно в детский дом, и ее забрали. Диана и Аркадий занялись оформлением документов, но им еще многое надо было сделать. Они приезжали раз в неделю в детский дом и навещали Виту, а как-то услышали ее разговор с Тихоном. «Тишка, ты береги своих родителей. Если бы у меня были такие родители, я была бы самой счастливой на свете». Тут окончательно растаяло и сердце Аркадия. Вечером за ужином Тихон молчал. «Сынок, а что ты молчишь?» «Мама, папа, знаете, я решил, что попрошу у Деда Мороза». И тут взрослые поняли, что они даже подзабыли о том, что на носу такой праздник. Но ничего, есть еще пара недель, чтобы купить подарки. «И что же ты хочешь, сынок?» «Я хочу, чтобы Вита была моей сестренкой и жила вместе с нами. Я обещаю, что буду защищать ее и никогда не обижу». Диана обняла сына, и у нее катились слезы по щекам. Даже Аркадий не смог удержаться и вышел из кухни. Тихон мирно спал в своей кроватке, а вот Диана и Аркадий никак не могли уснуть. «Диана, мы не успеем никак до Нового года со всеми документами. При самом лучшем раскладе к концу января. Нам поможет только чудо». «Дорогой, а ты знаешь, что чудеса творятся руками человека? Главное верить». На следующий день они разговаривали с заведующей детского дома. «Ольга Васильевна, через неделю мы заканчиваем школу приемных родителей. Мы понимаем, что дальнейшее оформление займет много времени, но помогите, пожалуйста, нам сотворить чудо. Может, возможно, как-то отпустить к нам Виту на новогодние праздники». Ольга Васильевна видела, как девочка смотрит на Диану и Аркадия, как общается с Тихоном, и потом еще много рассказывала о тех необычных косичках, которые тетя Диана плела ей в больнице, и сказала: «Хорошо, я подумаю. Приходите, как закончите школу». Всю эту неделю Диана и Аркадий сильно нервничали. Они помогли Тихону написать письмо Деду Морозу, и папа понес его на почту. Так, конечно, думал Тихон. А на самом деле Аркадий сидел в парке и смотрел, как падает снег. Вокруг люди куда-то спешили, а ему хотелось только одного, чтобы эта маленькая хрупкая девочка стала частью их семьи. «О чем думаете, молодой человек?» — раздался рядом мужской голос. Аркадий поднял глаза, и перед ним стоял Дед Мороз. Ему захотелось, как в детстве, верить в чудо. «Дедушка Мороз, а ты чудо можешь сотворить?» Мужчина засмеялся. Конечно, он замахал посохом и сказал: «Все, готово, жди чуда». Похлопал Аркадия по плечу и ушел. Сам не понимая почему, Аркадий стал улыбаться. Настроение поднялось, и появилась уверенность, что все будет хорошо. На следующий день они были в кабинете у Ольги Васильевны. Перед ними было множество бумаг. Это и справки о доходах, характеристики с работы и от соседей. Они принесли все, что могли. Глядя на это, Ольга Васильевна улыбнулась. «Вижу, вы подготовили уже практически все, что требуется. Но вы же понимаете, что период оформления не быстрый, а впереди еще новогодние праздники». «Подождите, не грустите», и протянула бумаги. Диана и Аркадий вопросительно посмотрели.
вы можете взять Виту на каникулы. Это бумаги, где вы берете на себя ответственность за ребенка на этот период. Такое практикуется, что ребенок ходит на выходные в свою будущую семью, привыкает. А так как Вита точно не против, мы говорили с ней, конечно, то остается только ваша подпись, и через 3 дня можете приехать за ней. За эти дни Аркадий купил елку, гирлянды, игрушки. У них были гирлянды, но в этом году они хотели, чтобы во всей квартире горели огонечки. «Пап, а когда мы уже будем наряжать елку?» «Завтра, сынок. Завтра у нас много дел, и все будет посвящено скорому празднику». Рано утром они уже все были в машине. Когда Тихон увидел, что они подъезжают к детскому дому, то воскликнул: «Дед Мороз получил письмо и решил, что я заслужил сестренку. Мы ведь заберем Виту?» «Да, сынок». Через полчаса к ним по коридору бежала счастливая Вита, а Ольга Васильевна любовалась, глядя на счастливую семью со стороны. Дальше было много магазинов, где покупали Вите одежду, постельное белье и всякую мелочь. Она была в восторге от того, что ей дали выбрать все самой. А дома бабушка в это время командовала парадом в виде новой кровати и перестановки в детской комнате. Домой они приехали счастливые, но уставшие. «Ну, здравствуй, внучка, я бабушка Надя». На Виту смотрела очень милая бабушка, и она подошла и обняла женщину. «Пойдем, я покажу тебе твою кровать и шкаф». Бабушка забрала Тихона с Витой, а Диана и Аркадий понесли пакеты в гостиную и кухню. После того, как Тихон провел экскурсию Вите по квартире, они подошли к родителям. «Пап, а теперь будем наряжать елку?» «Конечно. Мы просто ждали, когда вместе будет вся семья». И вручил звезду Вите. Поднял на руки, а девочка надела ее на верхушку, а сама посмотрела в окно на небо и тихо сказала: «Спасибо». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.